каждого есть тот или иной дар, зов, который тебя зовет к чему-то. Испытания, вызовы. Нет неправильного или правильного. Привет, друзья! Сегодня мы на моем канале. В своем канале я хочу делиться тем опытом, который я получала, обучаясь у разных мастеров на тему самопознания, раскрытия своих возможностей, своих талантов, у эзотериков, у хиллеров, у индусских гуру. Когда-то у каждого человека наступает вопрос, зачем я здесь, а почему я здесь, и какие у меня есть скрытые таланты или возможности, как их можно раскрыть для того, чтобы менять что-то в своей жизни, потому что каждый человек, который на этой планете рождается, то он имеет определенные задачи. Те или иные задачи мы можем определить, исходя из нашего кода рождения. То есть некоторые люди по-разному получают информацию, кто-то через астрологию, есть различные виды астрологии, нумерологии или расчета матрицы. Исследовала эту тему и поняла, что наша дата рождения, она определяет, к какому архетипу мы относимся, какие у нас будут таланты, задачи, какие нужно будет пройти уроки, по каким именно пунктам нужно будет из каких-то минусовых качеств перейти в какие-то плюсы. Я этим занимаюсь уже больше 25 лет. Ну, помимо всего прочего, также я занимаюсь бизнесом. Для чего мне это все было нужно изучать? Потому что, когда в 90-е годы я начинала в Казахстане работу со своим бизнесом собственным, то я всегда сталкивалась с какими-то сложно объяснимыми причинами, когда приходилось обращаться к специалистам, чтобы что-то почистить, что-то не получалось. Есть какие-то невидимые силы, которые постоянно мне приходилось преодолевать. В связи с этим появился к этому интерес. Хорошо, я обращаюсь к специалистам, а как я могу быстро сама себе в той или иной ситуации в жизни помочь или объяснить себе какие-то события на ровном месте непредсказуемые, или как где-то постелить себе соломинку. Так что оставайтесь со мной, если вам интересно, это отзывается, потому что сейчас очень много доступной, конечно же, информации. Каждый человек, он находит своих учителей. У меня тоже за мои 25 лет погружения в это и своего собственного бизнеса, то есть с ним. И помимо всего прочего, это наше семейное, да, то есть мы любим бизнес, материальный мир, его проявления, и параллельно разучать свои тонкие тела, какие-то еще эзотерические практики. Нам интересно, то есть мы хотим реализовываться, оставаться молодыми, красивыми и здоровыми, и в то же время понимать знаки Вселенной, понимать, как управлять этим миром. И если вам это интересно, пожалуйста, подписывайтесь, будем делиться. Возможно, вы что-то мне тоже посоветуете. И я всегда открыта всему чему-то новому, потому что мудрость нашей Вселенной, она бесконечна. И на сегодняшний день у меня такое появилось желание, что я хочу рассказывать и делиться тем опытом, что у меня получилось. Я заметила, что каждый человек может раскрыть в себе, у каждого есть тот или иной дар, который ему дан на эту жизнь. И когда приходит время, он обязательно раскроется. И для этого не нужно, как раньше было, ехать куда-то к своему учителю далеко. Сейчас все это онлайн. И те навыки, которые переходят из жизни в жизнь, они остаются. И я это рассказываю, исходя из своего опыта. Это то, чем я занималась, исследовала в свободное время, когда у меня был отпуск. То есть я ездила к индийским гуру, то есть я ездила к различным эзотерикам. И здесь у нас тоже в Америке есть очень много метафизиков. Это Сэл Рэйчел, Джо Диспенза. Все рано или поздно с этим сталкиваются. То есть потихонечку понимает, что есть мир проявленный, есть мир непроявленный. И то, что мы видим и мы слышим, исходя из нашего физического аватара, то есть это ограничено, да, и наша задача научиться управлять нашим этим телом, нашей машиной. То есть и хорошо, когда ты знаешь, куда подстелить свою соломинку, или на каком повороте что-то куда-то нужно свернуть, и в то же время где найти силы на то, что и смелость, чтобы жить в неопределенности. Ничто, никто не может ничего гарантировать. И все, конечно же, очень переменчиво, но, видимо, в этом и есть такая задумка Вселенной, чтобы мы пришли сюда, да, своего рода Диснейленд, и получили эту дозу эмоций, где мы можем получать
вот это вот материальное тело, материальный опыт, и будучи оставаясь духовными существами, которые в нас проявляются, вот эти качества, силы духа, как бы что-то изменение ситуации, это мы также можем самоизлечиться. Это вот очень много у Джо Диспенза таких случаев, и не только у него, и у меня, у людей в моем окружении тоже были практики, когда они обращались к своей внутренней силе и находили причины. То есть всегда есть причина. Физическое тело — это подсказка. Чуть-чуть поделиться. И, может быть, кому-то из этого что-то тоже прикатится. В общем, первое, что я хочу сделать, что такую практику можно делать даже сидя в машине. Стараюсь, когда я ее делаю, не ехать за рулем. Ну, если мне нужно, то я просто останавливаюсь. И если я не знаю, что мне поступить, как мне поступить, какой способ мне решение принять, то самое главное — это дыхание. То есть это во всех практиках, да, говорят, что надо сделать вдох и медленный выдох. То есть почувствовать себя, что я здесь и сейчас. Дыхание — это вот жизнь, да, говорят, что через вдох и выдох это вот Вселенная заходит, энергия духа, вдох-выдох через нас, и все в этот момент и происходит. И потом, если что-то меня беспокоит в моем теле, например, какое-то вот раздражение, я начинаю отслеживать, наблюдаемое влияет на наблюдаемый объект, то есть я начинаю отслеживать вдох-выдох, и что-то мне не нравится, и в какой части это тело. И, например, я замечаю, что это вот у меня в грудной клетке что-то вот меня это беспокоит, и я начинаю обращать на это вот внимание. Это еще Юнг тоже он говорил, что наше сознание, наше бессознательное, да, оно показывает через тело, и то, куда мы обращаем наше сознание, то есть оно исцеляется. Просто обратить на это вот внимание. То есть где беспокоит, вот какое чувство, в какой части тела. И когда мы обращаем на вот это внимание, и вот первое, что приходит из подсознания, да, это задать себе какой-то вопрос. И вот первый ответ на этот вопрос — это голос интуиции. То есть вот так вот потихонечку, чем чаще эту практику делать с собой, то есть это вдох-выдох, дыхание, чувство, какое чувство я испытываю, в какой части тела, желательно потом посмотреть цвет, размер. Чем больше обращать на это внимание, тем оно потом либо трансформируется, либо оно уходит, и появляется какое-то правильное решение. Ты понимаешь, что мне нужно сделать. Так что это вот такое легкое, ознакомительное сегодня у нас с вами встреча. Конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки или нет. Это на ваше усмотрение. В любом случае, у меня очень большая радость, что есть такая возможность делиться тем, с чем хочется поделиться. Потому что я никогда не думала, что 50 с лишним лет мне захочется завести свой YouTube-канал, да? Но вот такое желание возникло. Никогда не думала, что в 40 лет вдруг я окажусь в Америке. Жизнь, она такая, полна сюрпризов. И самое главное, что есть место чудесам, исполнению желаний. И если есть у вас какое-то желание, и помочь немножечко этому желанию осуществиться, это возможно. И я желаю вам всем здоровья, успехов, исполнения желаний. И до новых встреч, друзья. И можете посмотреть еще тут немножечко другие видео с моим сыном про тайны снов, про бессознательное. А если кто-то будет в Америке, приезжайте к нам на диагностику. Всем пока-пока.